Значит, важные моменты, это прям очень важные моменты, хотел с вами обсудить. Давайте на мои вопросы буквально в режиме Блиц подведем итоги и перейдем к фронт, пробежимся обязательно по фронту, и вопросы зрителей, потому что тут зрители, конечно, очень. Спасибо вам большое, очень. Я там краем глаза читаю. Тоже цитата. «Значит, будут грабить». Да, так уже. Да, именно, да, да, да. Да, так уже. Значит, очень важный момент. Сегодня The Telegraph, по-моему, да. Значит, The Telegraph публикует очень интересный материал. Значит, вот появляется как бы Франция выходит. И выступает она категорически против того, чтобы Украина покупала британские ракеты Storm Shadow. Потому что деньги дает ЕС, 90 миллиардов, вот эти вот. Вот у нас и покупаете, правильно? Да, покупайте у нас. Прям конфликты уже, это описано в разных публикациях между Францией, Германией, в связи с тем, что Париж хочет, чтобы за деньги ЕС у нее покупали, а не у Германии. А тут Британия, они вообще не члены. Сегодня Рютте резкий дал ответ по этому поводу, говорят, ребята, мол, давайте, пускай хоть что-то купят, ситуация тяжелая, а вы тут начинаете торговаться. Научились, видимо, европейцы играть в эту нашу украинскую игру, да, а давайте вот сюда, все деньги должны быть в одной кубышке. Дарют-то еще одну вещь сегодня сказал. Говорит, те, кто думает, что Европейский Союз справится без США, мечтатели. К чему все идет в отношениях между Европейским Союзом и Украиной? Оружия не Ну будет. да, давайте, нет, подождите, давайте по порядку, потому что произошло интересное событие. Зеленский не поехал на Давос, вы видели, да? Не поехал. Сначала, потому что главный двое суток не ехал, на третий приехал. Главной темой Давоса было Трамп и Гренландия, ну или США и Европа, грубо говоря, ну и Совет мира. У Трампа не получилось с Гренландией, поэтому сегодня пошли заявления о том, что мы не можем брать Гренландию силой, потому что Трампу грозит импичмент и так далее, и так далее. Европейцы не прогнулись к их чести. А что произошло у Зеленского? И не очень прошло Советом мира. Вы видели, кто туда повступал, да? Либо люди конкретно заинтересованы практически в США, страны вернее, но европейцы в основном пренебрегли в массе своей. Мелани высказалась по этому поводу. Это противоречит Конституции Италии, участие в этом Совете мира. Но мы постараемся, если что там и так далее. Если исправите, если допишете, то может быть. Теперь что? Вдруг на третьи сутки Зеленский прилетает, и что? Он разговаривает с Трампом, выходит на трибуну и делает резкий антиевропейский демарш. Фактически речь Зеленского – это речь Венса на Мюнхенской конференции. Угу. Он обвиняет Европу во всех смертных грехах. Вопрос. После беседы с Трампом это вследствие того или после того? Знаменитый римский принцип. После того далеко не всегда означает вследствие того. Но очень похоже, что вследствие того. Потому что, судя по заявлениям, которые после этого последовали, я сейчас даже не беру Орбана, я беру, например, канцлера Австрии, который сказал, никаких поблажек Украине в ЕС, она должна выполнить все процедуры. Зеленскому сказали там примерно следующее, что ЕС не будет. На уровне высшего руководства Евросоюза объясняют, что вырабатывается особый формат, то есть нечто вроде ассоциированного членства, без права вето, без права голосования, На но птичьих правах, какой-то... да. Да, на птичьих правах, ну, вопрос размера этих птичьих прав, возможно, они будут хорошие, возможно, интеграция даже систем безопасности, то есть вооруженных сил, возможно, там, значит, понятная экономика какая-то и прочее, прочее, но полноценного членства вы не дождетесь. Может быть, не 100 лет, но не в ближайшее время. Зеленский обиделся смертельно. Его речь, по его речи это видно очень хорошо. Он обвиняет Европу в импотенции и слабости, но в то же время пробивает клинья, типа миллионная армия Украины будет спасать Европу, защитить, сделать ее современной. Мы утопим возле берегов Гренландии все российские суда, если вы нас примете и прочее, прочее. То есть такая эклектическая речь. И Кость Бондаренко, например, написал, политолог, что у него было 2 речи заготовлены по его информации. Я не знаю, но я четко понимаю, что Зеленский попал в интересную... С Трампа, когда не получилось с Гренландией и с Советом мира, он вызвал Зеленского для того, чтобы сменить повестку. В пользу наступательной, вот победа, прекращаем войну. И, видимо, что-то было пообещано такое, что Зеленский нарявкал на Евросоюз, плюс смертельно обиделся на европейских чиновников. Поэтому отношения с Евросоюзом сейчас проблематизировались власти Украины. Они не разорваны, они не подорваны. Нам будут оказывать помощь, как оказывали и так далее, но они далеко перестали быть формально безоблачными. И вот эта однозначная европейская поддержка, про которую нам столько говорят, она как бы заколебалась, немножко зашаталась.
Весы закачались. Поэтому и с Европой уже не все благополучно. Но поскольку наши власти еще, как это, всех еще 500 раз продадут и купят снова, и миллион раз переобуются, это не последняя итерация. Но на данном этапе это так. Если Европа поставлена перед ситуацией, что она единолично отвечает за безопасность Украины, я вам скажу, как европейцы к этому относятся, европейские власти, они к этой войне, они не очень хотят ей заниматься. Им противно, они вот как будто рак лечат, знаете. Такое, как бы хочешь не хочешь, а химиотерапию надо делать. И деньги надо давать и так далее, и так далее. Скрежеща зубами и с неохотой, но как-то будут поддерживать. Понятное дело, что они, совершая вот эти все процедуры над собой, часто насильственного характера, они хотят иметь бонусы все у себя. А когда деньги, выделяемые на вот эту программу, по программе ПУРЛ и так далее, они будут тратиться не в Евросоюзе, они говорят, слушайте, ну послушайте, мы несем основные тяготы, вы нам предоставили фактически единоличную роль по стабилизации Украины, при этом не садите нас за стол переговоров, еще деньги отнимаете, нас так это не устраивает. Вот это смысл того, почему они огрызнулись в данном конкретном случае, и что вообще сейчас происходит. По поводу фронта. Смотрите, ситуация с оружием на самом деле это прям... Вот опять, мы с вами могли сегодня, например, очень много уделить блэкауту времени или там еще раньше. Но мы в наших эфирах по понедельникам, и всем советую присоединяться, мы там идем, ну как бы на недельку вперед, полторы-две, вот так вперед по событиям. Да, есть такие экстравагантные вещи, как Давос, но это экстравагантные вещи. Но их надо немножко как бы разъяснять, но событийный ряд вот примерно такой же. Ровно так же это видится и на фронте. Поэтому я бы хотел вот тему оружия, чтобы вы немножко два слова хотя бы сказали. Потому что мы идем к тому, что оружия не будет. Они перегрызутся за то, кто будет поставлять, чего и где. Рютте, он уже, я это подчеркиваю, после того, как с Трампом, они же вась-вась с Трампом по поводу Гренландии, на Рютте уже искоса смотрят европейские лидеры. Конечно, искоса смотрят, потому что он возглавляет евроатлантическую структуру, а не европейскую структуру. Он вынужден быть лояльным к США, какую бы они политику ни проводили. И он становится для европейских чиновников и для европейцев становится фигурой очень сомнительной, играющей не в пользу Европы, а в пользу Трампа. И вынужден делать свой нелегкий выбор. Ему хочется стать главой организации, которая называется НАТО. Плюс Урсула сегодня вот в Индии договаривается о пошлинах. Китай в Канаде. Мы понимаем, что геополитически там замес еще ой какой. И так вот через Индию они еще с Россией подружатся. 100% эти европейцы. Это неизбежно практически. Европейцы никогда не хотели с Россией воевать, по большому счету, и ссориться. Они хотят иметь российский рынок, и чтобы российские конкурентные преимущества, которые обеспечивает Россия, например, дешевые энергоносители, были в европейской экономике и составляли один из основных факторов ее конкурентоспособности в этом лучшем из миров. Поэтому европейцы к этому относятся очень просто. Это война Байдена. Читайте американцев, читайте демократов, читайте левых глобалистов. Они ее затеяли. Они обещали Украине ЕС и НАТО, не очень спрашивая ЕС. Теперь НАТО вообще неизвестно, существует ли уже в том формате, в котором была ЕС. На ЕС свалила всю эту химиотерапию, которую надо производить. Денег нет, но вы держитесь. И так далее. И как бы они начали обеспечивать свои интересы доступными способами. Напрямую с Индией, напрямую с Китаем и напрямую с россиянами. Недаром возникла идея, пусть даже Струба назначить, но тем не менее представителем президента Финляндии, уже специальным уполномоченным Евросоюза в отношении с Россией. Заметьте, правой рукой они выделяют деньги на трибунал над Путиным. Но это Кая Каллас делает, по поводу которой Песков сказал, что ни мы, ни США не будем разговаривать. Надо ждать, пока она сменится на должности. Поэтому, если посмотреть на заявление Пескова, там Путина, вот в крайние дни, как они четко играют на вот этой тематике США и ЕС. Например, они говорят, что европейские политики боятся Трампа. Хотя европейские политики только что показали зубы. То есть подыгрывают Трампу, правильно, в целях решения своих задач. И это... Вся хорошая штука привела к тому, что Европу гальванизировали несколько раз, и она начала куда-то там просыпаться. Я не говорю сейчас об успехе этого мероприятия, но просыпаться она начала, зубы начала показывать. Посмотрим, к чему это приведет. Возможно, станут и каким-то субъективизированным игроком.
По крайней мере, свои интересы они осознают и пытаются их четко защищать. О недостатках Европы уже много сказано, я не думаю, что нужно повторяться. Да. По поводу оружия. Оружие будет. Его будет не в тех объемах, как раньше. Никогда таких объемов уже не повторится. Его будет не так по номенклатуре. Но необходимые позиции будут закрывать, и, в принципе, воевать можно долго. Еще долго. Вопрос. Возвращаемся к началу передачи. Какие цели этой славной войны? Какая политическая цель? Давайте о военных На данном целях этапе, да. пройдемся по фронту. Это такая любимая, скажем так, часть наших эфиров у нашей аудитории на моем канале и у вас, Алексей Николаевич. Давайте начнем непосредственно с севера. Да, вот Сумы, эпизод в момент, ну, вот этих продвижений, которые там остановлено, которые мелкие, которых нет, которых ну их. Сегодня очень интересный казус был. Долетели FPV-дроны, и местные видели прям FPV-дроны российские. Но быстро включили антикрист, начали пожарить, говорит, нет никаких FPV-дронов, это наши. Это наши. Что летит? Да, это наши. Наши в городе есть, наших в городе нет. Как характеризуете ситуацию вот так вот с севера на юг по фронту? Ну, если начинать от Сум, там достаточно интенсивные бои за продвижение к городу на дистанцию стрельбы полевой артиллерии и применения FPV-дронов. Логика та же самая, изоляция театра. Сумы – крупнейший тыловой пункт, прифронтовой город. Понятно, что основная логистика там или через Сумы. И противнику нужно нарушить эту логистику для того, чтобы обрушить нашу оборону вдоль границы и создать эту самую буферную зону. Занять ее. То есть они делают то же самое. Они пытаются изолировать театр. Для того, чтобы его изолировать уверенно, нужно продвинуться на дистанцию уверенного применения FPV-дронов и полевой артиллерии. Они это и делают. Где-то там и не получается, я не хочу просто вязнуть в этих деревнях, где-то получается, где-то не вполне получается, задача ясна, пока наши как-то противодействуют. То же самое Харьков, вернее, восток Харьковской области, северо-восток. Их задача соединить Волчанский выступ с Великобурлукской историей вот туда вот. Грубо говоря, объединить выступ на севере с захватом востока Харьковской области. Вот эта история, которую они пытаются реализовать, там тоже идут определенные бои, но в этом смысле действия боевые в этом направлении, и они действуют, мы противодействуем. Где-то получается у противника, где-то не очень получается. Не получается, потому что у россиян там сил и средств не хватает. Та же группировка, которая тоже соединение, точнее объединение, которое наступает на российская армия, наступает на Харьков, она наступает на Купинск одновременно. Слишком широкий фронт, не хватает просто сил. У меня сразу здесь вопрос. Вот мы тут даже обозначили, да, что объединение вот в Харьковской области. А почему вот эту историю, вот здесь Лукьянцы, ну вот ближе к Харькову, Белгородский район, почему вот здесь нет задачи вот эту историю объединить? Я имею в виду... Они как раз ее и пытаются объединить. Не-не, вы говорите Великобурлуцкий, это другая история. Это туда... Нет, это Великобурлуцкий – это только часть этой большой истории. Их задача объединить. Их задача свой выступ на фронте на севере Харьковской области соединить с восточным. То есть большими мазками. Да, Старый большими Салтов мазками, вот да. сюда, да. Да, но им не хватает сил и средств. В этом отношении 6-я армия там наступает, она убивается, потому что слишком широкий фронт, слишком мало сил и средств. Но они поставили задачу, как-то ее пытаются решать, им недостаточно. Недостаточно. Теперь мы берем куда? Купинск. Да. Правильно? Та же самая задача. Их задача обтечь Купинск, создать его, закрыть, изолировать. Наши этому противодействуют. Заметьте, вопрос о том, чей Купинск уже не ставится вплотную, потому что там преимущество украинских сил. В основном добиты те россияне, которые зашли в город и были изолированы во время того, как отсекли эту кишку. Но это не означает, что боевые действия вокруг Купинска прекратились или там не сосредотачивают усилия российское командование, сосредотачивают аж вовсю. Теперь мы смотрим на Донбасс. Непосредственно уже. Да, давайте посмотрим на Донбасс. В прошлый раз мы разбирали вот эту историю возле Боровой, но у нас обновление по Лиману. Значит, карта Deep State нам показывает очень как-то скупо, серая зона, в общем, в пригороде, у самой черты. Это нам показали здесь. Россияне показывают заход в сам Лиман и бои уже вот здесь, в южной части города. Да, безусловно. Помните, я говорил, что славяно-краматорский выступ, противник формируется. Но он уже сформирован. Считайте, что они провели подготовительные операции. Он широкий, его надо правильно понимать. Считайте от Доброполья аж до Светогорска.
Мгм. Вот такой вот этот выступ. Поэтому явно российское командование, ну, по крайней мере, я бы на его месте, не только фланговые удары запланировал там, но и рассекающие. То есть фланговые, понятно, да, есть изгиб, дуга, который они создают, и они по флангам пытаются окружить. Сюда большие клещи, малые клещи. Но учитывая то, что происходит, они, скорее всего, замахнутся на рассекающие вдоль основных дорог. Выглядит это будет так. На Дружковку с окружением Константиновки, вдоль дороги Бахмут-Славянск. Мгм. И на райгородок южнее Лимана, с окружением Лимана. Вот так вот, скорее всего, они пойдут. Понятно, что это будет практически повторение Покровской ситуации, когда на город давят с фронта, но обходят его по южным и северным флангам. В данном случае они пойдут через райгородок. Скорее всего, ну, для тех, кто там был, а я там был, ну, мягко говоря, многократно, местность, очевидно, диктует поход через райгородок. Если они, конечно, не захотят как-то извратиться и придумать что-то в этом отношении. Вот. Поэтому формирующие операции проведены. И, скорее всего, они не случайно ставят задачу взятия Славянска-Краматорска к 1 апреля. У них это не получится. Не произойдет полного обрушения. Ну, перенесут на 1 июля, потом на 1 сентября. Тем не менее, логика движения вот такая, вот такая у них. Но И так расстояния далее. там небольшие. Там очень маленькие расстояния. Это все там 15, 12, 20 Так, километров. смотрите, насколько, вот сейчас же, как говорят, вот, Славянск-Краматорск, нужен еще год, ну, условно, при тех боях, которые сейчас, но расстояние Давайте там так, при очень... сохранении тех же тенденций, но тенденции могут поменяться. Раз. Во-вторых, как бы, ну, посмотрим. Это же пока неизвестно. Зависит от объема поставок, их, наших, мобилизации. Это огромное количество факторов, цифр которых мы не знаем, они не аналитичны, соответственно. Это мы можем говорить о тенденции, что вот так они будут действовать. И не будем забывать, что посмотрим на Покровск и севернее Покровского. Они хотят Барвинкова. Летом они туда забегали, помните эти заячьи уши, которые срезал Азов героический там и так далее, и так далее. Сейчас у них никуда это направление не делось, потому что это последняя железнодорожная станция, которая питает весь Донбасс. Оттуда грузы идут по земле. Это всем известно, никакой военной тайны. И там до Барвинкова 60 километров. В принципе, тоже близко. Они туда в реальных темпах пытаются продвигаться. От Покровска на север. Это тоже одна из задач, как я понимаю. Или как действовали бы люди, знакомые с военной наукой, спортивным искусством. Примерно так они и действуют. Ну и не забываем, что по Боровой надо, вот эта группировка, которая по правую сторону восточнее, Боровская группировка, ее тоже нужно рассечь радостно и как бы Да, ну, да, это понятно, это мы... изолировать и начать добивать по частям. Вот их три крупные задачи. Не Смотрите, надо. понятно, вот это движение тогда, ну, широкими мазками, которые вы привели, оно как бы немножко объясняет, что происходит вот сейчас в районе Покровска, но опять же, нам же как говорят, до сих пор в Мирнограде бои, а сейчас что-то как-то вот не особо бои. То есть эту ситуацию опять раскладывают эксперты, что что-то произошло, но нам, имеется в виду украинцам и всем, кто следит за фронтом, не сказали. Я вам скажу страшную вещь. Заключается она в том, что то, что происходит в Мирнограде, даже если там отдельное подразделение или даже разрозненные группы, я бы сказал, а может даже и подразделения обороняются, уже не имеет никакого военного значения. Они сковывают определенное количество сил и средств противника, но это и все. Серьезным военным фактором это не назовешь. А вот судьба людей трагична и важна. И нам, правда, заметьте, не говорят, и мы ее не знаем, на самом деле, что там происходит. Кто жив, кто сопротивляется, сколько вышло, сколько не вышло и так далее. Ну, что там происходит, примерно понятно. Скорее всего, то же самое, что у россиян в Купинске, только наоборот. Отдельно, при общем контроле города россиянам, отдельные группы сопротивляются, возможно, скорее всего, организованно. За счет чего? За счет дронов. Снабжаются за счет дронов достаточно организованно. Определенное количество войск противника россиян сковывают, но это все. Движемся дальше, туда, в сторону Запорожье. Покровского, да, вот это Днепропетровская, Запорожская область, и вот ситуация с Гуляйполем, кажется, застопорилась. Почему? Ну, тяжелые бои. Наши ввели туда резервы, поэтому встречные тяжелые бои, удержание и так далее. Там надо смотреть на вот эти вот неприятные выступы, которые, видите, вперед Мгм. идут вот до перерезания трассы. И смотрите, где серая зона. Дипстейт придерживается консервативной стратегии не потому, что они хотят предать, там как бы, ну, исказить факты. А когда доказано уже, тогда они публикуют. Вот серая зона, это считайте, где реально находятся уже российские войска. Видите, она немножко дальше, чем бордовая зона.
А в реальности может быть и еще дальше чуть-чуть, а это значит Запорожье, что прифронтовой город, как мы говорили, точнее не прифронтовой, а фронтовой, фактически как Сумы. Логика та же. Если они будут двигаться дальше, они создают условия для того, чтобы начать уже изолировать группировку здесь. Что здесь есть, чего нет в Сумах? Здесь есть очень мощное движение с северо-востока, с Днепропетровской области. Задача зайти в тыл Гуляйполевской группировки, ну и вообще всей нашей обороне на юге, на Запорожской области. И я, Зайти. с вашего позволения, хочу Да. проиллюстрировать, потому что, ну, вами сказано, по поводу, все понимают, что серая зона, это там, где сейчас есть, вот российская карта, это вот укрупнение, да, вот видите, вот так мы смотрим, да, вот это Добропольское направление, вот здесь мы смотрим российскую карту, это Новый Донбасс, населенный пункт, вот район Доброполья, они похожи, эти карты, в принципе, можно сравнить. Прошагали так достаточно знатно. И вот этот скачок на населенный пункт Новый Донбасс нам подтверждает, что карта Deep State, конечно, молодец, но значительно опаздывает. Если это, конечно, такие штурмовые действия, ну, говорят, что крупные. Смотрите, здесь же привирают обе стороны в каком-то смысле, или, скажем так, придерживаются разных стратегий. Россияне часто докладывают чуть-чуть вперед. Зашли там 30 человек, они говорят, что взят населенный пункт. Наши чуть консервативно, когда точное подтверждение, тогда заявляют. Но на самом деле движение же понятно. Там неважно, какой в настоящий момент взяли населенный пункт. Задача зайти с северо-востока и отсечь, и зайти в тыл группировки, которая обороняет Запорожье. Угу. Или хотя бы создать серьезную угрозу, которая заставит отступать и разворачивать фланг. Одновременно они давят с фронта, потому что там созданы достаточно серьезные укрепления, и так просто их оставить нельзя. Опираясь на них, мы можем производить контрнаступательные действия, потому что, извините за банальщину военную, но вынужден сказать, контрнаступление из чистого поля не получается. Для этого нужно иметь очень хороший опорный район. Там этот район есть, и если россияне не будут давить, иногда хочется спросить, что вы в лоб идете, если вы уже окружаете здание. Потому что необходимо сковывать наши войска, чтобы тем успешнее будет этот фланговый маневр, который они осуществляют. Их золотая мечта – отсечь, создать ситуацию, когда угроза станет настолько явной, и логистики, и окружения, что наши войска начнут сдвигаться в сторону Запорожья, в сторону города уже непосредственно. Просто оставят свои укрепленные позиции и будут сдвигаться. А в идеале вообще окружить, если рассчитывая на то, что наше командование будет упираться и не давать отступать, как оно любит почему-то делать. Вот это логика. Ну и не забываем Херсон. Всегда его упоминаем. Сейчас про Херсон, сразу пока мы здесь, Алексей Николаевич. А Запорожье фортеця сама по себе? Пока не объявили. Нет, я имею в виду не в плане пропаганды, нет, не в этом смысле, а в плане... Возможности обороняться в городе? Возможности оборонять Запорожье. Это же крупный промышленный центр, и мы по опыту знаем боев на Донбассе. Что такое бои? Я еще помнится, в 2014 году, катаясь по Донбассу, назвал это войной в разрушенных заводах. Потому что они служат мощнейшими укреплениями. Да. Заметьте, все бои, вот начиная с Волчанска, Мариуполя и так далее, что мы слышим? Завод всегда мелькает. Бои за такой-то завод, отбили завод, взяли завод, опорный завод. Потому что это капитальное сооружение, которым не страшна часто даже полевая артиллерия и прямое попадание дрона. Там, да, если ты находишься за хорошей капитальной стеной. Куча подземных помещений, возможность скрытых коммуникаций и так далее. Там можно вести оборону. В Запорожье крупнейший промышленный центр. Крупнейший. Разделенный рекой. Там, конечно, можно долго обороняться, но вопрос, что останется от Запорожья. И от нашей промышленности в этом районе, а там ключевые. Это вообще Кривой Рог, Днепр и Запорожье – это ключевой и последний промышленный узел, который остался в Украине. Серьезный промышленный. Да, идем в Херсон. Ну, это советское наследие, видимо, от него хотят избавиться, поэтому все понятно. Декоммунизация, что поделать. Да. Теперь Херсон. Херсон, новостей серьезных нет из Херсона за эту неделю. Кроме уничтоженной ТЭЦ. Да, мне они неизвестны, но всегда надо упоминать. Если уже, это вопрос чести. Хочется упомянуть херсонцев героические, те наши войска, которые там ведут оборону, потому что, хотя это не основной театр боевых действий, и лишение, кровь и потери там ничуть не меньше, чем в любом другом месте. И несправедливо было бы этих людей не упоминать. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Это всегда очень приятно и здорово, что вы оставляете и заранее, и в моменте в чате общаетесь. Итак,
и понимаю, что специфическое голосование, но тем не менее, да, вот такие итоги. Согласны ли вы с послом Канады, что лучше жить так и терпеть, чем под российской оккупацией? Так имеется в виду это свет, вода, тепло и все остальное. 9% однозначно, браво, тем тебя цмоть. Цмоть — это так фамилия посла Канады. 23% шпицу Лукашенко однозначно лучше. 31% в Канаде виднее, терпеть не приедет. И 37% лучше без оккупации и за узурпации. Вот к этому и приходит, собственно, ну, как бы голосующие, что это лучше без оккупации. И, в общем, многие уже сравнивают Зеленского как, да, и узурпатора, и... Ну, потому что от него многое зависит, понимаете? Вот такие итоги, Алексей Николаевич, что скажете? Ну, у нас специфическая аудитория, давайте начнем с того. С другой стороны, в каком-то смысле, вот вам срез глаза Божьего. Вот, поэтому вы всегда вспоминаете слова Юлии Тимошенко, сказанные на суде. Юлия Тимошенко сегодня отличилась. Она вышла с экстрасенсом Марией Тихой. Она пришла ее поддержать, экстрасенс. Дочь также была на суде. Вроде как, ну, там, нормально суд прошел. Сказали, что она денег не брала, но колдовала. Примечательно, что Мария Тихая, вот это, она очень медийно раскрученный, как бы, ну, персонаж, да, экстрасенс, гадает, пророчит и работает на тонком плане с офисом президента, при Ермаке, кстати, с многими людьми. Как-то странно, то ли экстрасенсы переметнулись, то ли Юля заряжена, то ли просто решила поддержать. На Марии Тихой уже отметили таблоиды шубка за 690 тысяч, причем по курсу 22. Ну, так они сообщают. Алексей Николаевич, давайте немножко, чтобы разрядить обстановку перед вопросами зрителей. А вы вот действительно вот эти, скажем так, вещи, ну там, в офисе президента, когда еще были, и потом... Не, я такого никогда там не видел, но могу вам сказать с уверенностью, браслеты, куклы, ведьмаки. Браслеты, куклы видали, а могу вам четко сказать, что все украинские политики, да и все политики мира, за редким исключением, в окружении трахтебедухов. Они на профессиональном жаргоне называются трахтебедухи. Нумерологи, тарологи, гадалки, там, ведьмы и так далее, активно работают и прочее, прочее, прочее. Это да, на каждого там десяток, которых обслуживают. А почему? Потому что психика не выдерживает, и надо как-то якориться, подсказывать и так далее. Опять же, это же профессия лицемеров, очень много вранья. Нужны люди, перед которыми ты можешь выговориться, сказать всю правду. Даже самым закоренелым, махровым и сильным нужен кто-то доверенный, кому все это выговоришь. А если этот доверенный может тебе объяснить, что с тобой происходит, и дать какой-то прогноз, ты понимаешь, что это брехня, не веришь, что ты в 100 лучше раз понимаешь, какой прогноз этого трахтебедуха, но все равно вот хочется послушать. Такого рода терапия, да, очень сильно приятна. Ближе к народу. Яйцами повыкатывать, свечками повыкапывать там туда-сюда, по воде пустить. Кладбище зайти. Тоже почему нет? На кладбище зайти. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Значит, поехали. Режим Блиц. Вопросов, как всегда, предостаточно. И очень благодарен всем за то, что, ну, в общем, уделяете внимание, конечно же, вопросам. Клуб зрителей Шелеста, закрытый телеграм-канал. Спасибо, что добавляетесь в сообщество. Вопрос Алексею Николаевичу. Сколько должно продлиться перемирие, которое в Арабских Эмиратах, возможно, подпишут, чтобы Украина не смогла начать боевые действия вследствие разложения государства и наступления мира? А почему решили, что государство разложится? А вдруг придут прогрессивные силы к власти и, наоборот, выстроят человеколюбивое государство, которое никому не будет угрожать, ни с кем, соответственно, не будет воевать? Почему вы все заводите только в один сценарий? Надо верить в прекрасное. А вы думаете, что условное перемирие не приведет к разложению государства? Ну, до некоторой степени приведет, но смотря кто и как за ним будет следить, чем закончатся выборы, какова будет политика крупных держав, там, той же самой России и так далее. Поэтому не спешите. Это будущее еще вариабельно, оно еще не определено. Также вопрос. Не кажется ли вам, что недовольство Зеленского и Европы это была игра? В кулуарах риторика Трампа эта риторика была заранее согласованного с европейцами, чтобы Трампа не злить.
Давайте я скажу вам страшную вещь. Когда я говорю «кажется», мне все равно не кажется. Я говорю только то, что проверено, скажем так. Так, значит, ну это к профессионалу, да, как подать вам вопрос. Украинцы выступают против вывода из Донбасса передачи земли России. А что если подать иначе, как сделку, в рамках которых Россия покупает часть территории, чтобы завершить войну, а часть полученных денег направить на компенсации переселенцам вынужденным, чтобы они не захотят остаться при новой власти, их хорошо подсветить медийно. Могло бы такое решение сделать мирное соглашение более приемлемым? Ну, давайте по порядку. Во-первых, мы не знаем, за что выступают украинцы. Мы про это говорили сегодня достаточно долго и аргументированно. Возможно, если мнение украинское реально проверить, то 82% будет за то, чтобы оставить Донбасс. Мы не знаем. Раз. Второе. Продать можно все, что хочешь, и объяснить. Это мы тоже говорили, стратегическая коммуникация. Третье. Это зависит от класса политиков и от их, от их целей. Как вам объяснить? Ленин в свое время заключил Брестский мир, за который его чуть не распяли свои же. Настоял на этом. Он использовал это для... Отдали территорию 780 тысяч квадратных километров. Это полторы Украины. И с населения 56 миллионов человек. Половина населения Российской империи бывшей. Раз. Во-вторых, отдали основные хлебоносные районы, считайте. Украину, там, промышленные и прочее, прочее. И тем не менее, через какую... Они, как это большевики использовали? Для усиления своей власти, для создания системы управления на вертикали и на местах, для создания Красной Армии, которая потом навешала интервентам и белым, и всем на свете. В кратчайшие сроки. Вот это класс политика. Это я понимаю. Наши на такой не способны, раз. А во-вторых, у них другие политические цели. К Ленину можно относиться по-разному, но он хотел действенный государственный аппарат. Более действенный, чем в любой другой стране. И он его создавал. А наши не хотят действенный аппарат, потому что действенный аппарат сократит их возможности воровать. Да, они не хотят сокращать возможности воровать и никогда не сделают ничего в этом отношении без существенного давления либо от партнеров, либо от народа. Народ не может, партнеры не хотят, они решают другие задачи совершенно. Поэтому все идет так, как идет. Так, сообщество YouTube, тоже вопросов очень много, все не войдут, но тем не менее спасибо, да, за вот такое внимание. Алексей, ну, появился канал китайца Дзяня Суэцина, который разбирает историю политику через модель теории игр. Знакомы ли вы с его роликами? Если да, какую оценку дадите? Благодарю. Нет, еще не видел. Киньте мне комментарий, ссылку, если можете, я посмотрю обязательно. Да, ну, Я такое люблю. это поэтому вас спрашивают, что вы очень, очень этим увлекаетесь. Юрий, что такое гуляйпойский бардак, если генерал Кривонос утверждает, что в Махновской армии дисциплина была сильнее, чем в Красной, которую вы хвалите? А мы Махновскую... Я про Махно, заметьте, ничего не сказал. Махно был выдающимся организатором и начальником. Я говорил про свадьбу в Малиновке. Но где в свадьбе в Малиновке Махно? Там атаман Грициан Таврический. Да. Это раз. Во-вторых, чем закончил Махно при всей его эффективности? Вот и все. Угу. Так, значит, ну, уточняют, что Алексей так бьют по роддомам или самое низкое соотношение потерь мирные военные среди прочих войн. Ну, как бы А как это противоречит? бьют по роддомам. Ну, в роддомах же не сконцентрировано все население Украины, и одно попадание сразу меняет соотношение потерь гражданских и мирных. Ну, подумайте об этом. Почему, Алексей Николаевич, почему нам Киев не показывает последствия ударов орешником, спрашивает пользователь. Да потому что не было. Во-первых, скорее всего, пришлись по закрытому военному объекту, а кто же его будет показывать? Закрытый военный объект. Во-вторых, я не думаю, что там есть колоссальные последствия какие-то. Так. Где сейчас притаился украинский лубок? Давид. Он не притаился, он царит и пахнет и растекается. Поэтому где притаиться людям от этого лубка спрятаться? Вот вопрос. Деминян, как Алексей относится к РДК? Как известно его лидеру Капустину, запрещен въезд в шенгенскую зону за пропаганду неонацизма. И сегодня еще история была в ПАСЕ. Там прям
пестрит российская оппозиция. Там украинцы настаивали, чтобы какие-то РДКшники были. Это Гончаренко, по-моему, член делегации в ПАСЕ. Но РДКшников развернули, сказали, они нацисты. А вот Каспаров нормальные такие ребята. Ну, как отношусь? Сдержанно, оптимистично. Люди воюют на нашей стороне, объективно играют в нашу пользу. Сейчас я не говорю об эффективности. Я говорю о том, что они сделали свой выбор воевать за Украину. Да? Поэтому их надо, вне зависимости от их политических взглядов, не надо насчет их заблуждаться, но и особо там пихать, куда они не впихуемые. Их надо место, роль и цель точно определить. И самое главное, их надо защитить после войны. Потому что если раздадутся голоса, типа выдать, этого ни в коем случае нельзя делать. Украина не может подводить тех людей, которые воевали за них. Ну вот и все. Это большая работа. Как вам сказать, наши наиболее боеспособные подразделения из правых, сказать, что они, как вам сказать, уже разлюбили Отто Скорцени и его начальство, скажем так деликатно, вы очень сильно ошибетесь. Это не так. Вовсю. Портреты висят там, да. На груди носят и так далее, на спине носят и прочее, прочее. После выхода на границы Донецкой области Путин остановится или обозначит новые цели, как вы думаете? Это очень сильно зависит от того, какова будет позиция сторон и их дальнейшие цели. Вот смотрите, представляем ситуацию, что Путин рано или поздно, гадкий, подлый Путин, выбил украинские войска из Донбасса, и Донбасс захватил. Его политическая задача выполнена. Устранен основной камень преткновения на переговорах. И Путин, допустим, говорит, окей, останавливаем войну. Мы свою задачу решили. А Украина говорит, а я не остановлю, я продолжаю дальше воевать. Значит, придется идти дальше. Ему придется идти дальше. Вот вам и ответ на этот чисто гипотетический пока вопрос. Угу. Анна, добрый день. Вопрос. Почему США, имея компромат на Зеленского и его шайку, не используют его полностью? Ведь Трамп сказал сам, Зеленский единственный тормозящий блок наступления мира. Тогда почему его не убирают? Непонятна позиция США в этом. Объясните. Благодарю. Да все понятно. Зеленский очень плохой, но пилот, единственный пилот горящего самолета, который американцам надо посадить. В это время убирать пилота и садить другого, это очень рискованная операция. Сказать, что вообще нельзя, этого сделать нельзя сказать, но очень рискованно, с далеко идущими последствиями. Трамп все, что угодно хочет, но не хочет второго Афганистана. А совершенно неизвестно, и никто не может предсказать, как поведет себя народ, силовики и вообще социосистема Украины, если до Зеленского сейчас не компромат, а истинную правду изложить. Компромат – это нехорошее слово, оно заранее предполагает шантаж. Про Зеленского не нужно компромат, нужно просто показать, что он реально делает. И делал. В области коррупции, например. Шурме недавно его заму главы офиса предъявили там, да, финансирование терроризма, фактически госизмена. Перевод денег на оккупированной территории. Как сказала я прочитал в ленте одна умная женщина, она сказала, что, получается, в офисе крали все, кроме Зеленского. Вы в это верите? Так, чисто даже на уровне логики. Значит, или он очень плохой начальник, если у него все как крадут, а он этого не знает и не вмешивается. Либо, да что же вы такое говорите про нашего президента? С днем рождения его поздравим, прошедшим. Поэтому, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Угу. Но американцы боятся резкого обрушения управляемости. Такой, знаете, вопрос от Ивана. Планирует ли Алексей присоединиться к переговорам в Абу-Даби? Хотя бы один тогда украинец будет. А то совещаются русские военные с представителями США Уиткофом Кушнером в присутствии граждан США Умерова Арахамии и британца Буданова. И называют это все российско-украинскими переговорами. Я могу вам ответить словами министра Крауза из 17 мгновений весны. Дорогой пастор, я политик, находящийся в эмиграции. Я лишен реальной силы и реального влияния. А серьезные люди на Западе и в России, и в Москве будут разговаривать только с тем, у кого есть реальная сила и реальное влияние. Вот они и разговаривают. На данном этапе. Но жизнь, она такая штука, она круглая, она имеет форму чемодана. На углу встретимся. Встретимся обязательно. Так, однажды, Александр пишет, однажды один уставший, злоупотреблявший изменяющими сознание веществами президент передал власть молодому разведчику.
Говорят, что эта история всегда повторяется. Такая уж тетка. Так я же, Вопрос. когда Буданова... Да, давайте. Зачем Буданова отправили жать руку Трампу? Слушайте, ну работа жать руку Трампу. Трамп хотел посмотреть на единственного украинского представителя, который удосужился надеть костюм. Возможно, это диковинное зрелище. Это раз. Во-вторых, ну, он старший переговорной группы. Ну, понятно, что с ним общаются и так далее. Ну, если вы хотите, чтобы Буданов не победил, не туда вы смотрите. Так, значит, вопрос к Алексею. Это чат трансляции, к чатам переходим. К Алексею. У Зеленского, у Кравчука в УССР 91 год население было 52 миллиона человек, у Зеленского в 21-м 37, сейчас в 26-м 20. Границу откроют, еще сбегут. Вопрос, кто же страну тогда будет восстанавливать? Это неизвестно. Неизвестно, будут ли восстанавливать? Неизвестно, будут ли восстанавливать, а неизвестно, кто будет восстанавливать. Это два неизвестных. Уравнение с двумя неизвестными. X, Y, x квадрат, y квадрат. Как вы думаете, сейчас яснее, о чем договорились в Анкоридже? Да мы не знаем, о чем договорились в Анкоридже. Они договорились о разделе сфер влияния, скорее. Ну, смотрите, такая штука, как операция в Венесуэле, я не думаю, что она в рамках анкориджской договоренности. Они уже нарушены. Но Сирия сегодня. Сирия, да. Россияне вывели войска со своей базы, которая на Курдской территории находится. Вот, кстати, есть тема на подумать. Все ссылаются на Афганистан, что бросили всех людей, которые сочувствовали американцам, помогали американцам и так далее. Посмотрите, более верных союзников, чем сирийские курды, иракские курды, американцев не было. А сегодня, говорят, посол в Турции американский говорит, да мы им никогда ничего не обещали, Угу. что мы будем защищать от турков, там сирийская армия и так далее. Когда, смотрите, вот как только возникла эффективная сила в виде Джулани, протурецкого, которая способна навести порядок в Сирии и представить ее как единую державу. Помните, сколько разговоров было о разделе Сирии? В Сирии уже не выкарабкаться из гражданской войны, что это прекращено. Быстренько предали курдов, и курдов сейчас добивают. Они пьют свою горькую чашу. Курдов предали, да. Да, ну, наши самые любимые американцы. Трамп, который говорит, что вот мы там, значит, не позволим, не простим. Закрыли глазки на преследование алавитов, курдов, христиан сирийских. Сейчас до друзов дойдет, но за друзов уже Израиль будет вписываться и так далее. Которые живут возле голландских высот на границе, он уже вписывается. И прочее. Возможно, столкновение с Турцией, потому что Турция строит систему ПВО от израильской авиации, а не от кого-нибудь. И так далее. Поэтому, ну вот, судьба курдов горькая. Это лишний раз показывает, что в определенном сценарии может случиться с Украиной. Курдов поддерживали, в отличие от нас, поддерживали 20 лет. А в нужный момент щелк, и все. Там детей расстреливают, как бы, да, девочек насилуют, поголовно вырезают. И Трамп никого не В некоторых бомбит. местах, да, никого никто не бомбит, не чешут и говорят, мы вам ничего не обещали. Так это и бывает, друзья мои. Посмотрите на Вьетнам. А и опять же, есть и другие примеры. Посмотрите на Южную Корею, например. Корейцы сцепили зубы, проявили достаточное количество упорства, сумели сделать стратегический выбор в пользу чего? С переоценки того, кто они, какова роль нации, какие цели и задачи, перестроились. И американская армия защищает сегодня Корею так же, как себя, в том числе с угрозой применения ядерного оружия. Поэтому зависит от наших партнерских качеств. Но если мы демонстрируем партнерские качества в диапазоне жертвы героя, вместо чтобы пусть маленький, но субъект, то обычно бывает, ну, по-всякому бывает, скажем. Привіт! В Україні підозріло дуже багато заброньованих чоловіків, розумію, бо кожна фірма прикриває своїх ключових працівників. Чому у мене таке враження, що це ефективний спосіб знову намахати тероборону? Ну, ТЦК имелось в виду. Частково, да, це ефективний спосіб намахати, з іншого дійсно потрібно бронювання, але ж ніхто не знає справжній аудит. У нас дуже багато випадків, коли люди, які критично необхідні для загалом для країни, наприклад, які працюють в сфері енергетики і відновлення, вони їдуть на фронт. А з іншого боку, люди, які сміло могли би поїхати на фронт, вони не їдуть туди. Тому що диспропорція, тому що це територія, яку експлуатують колонізатори, навіть якщо у них українські паспорти. Угу.
Панченко говорит, что выстроилась очередь в Кремль на позицию следующего президента Украины. Что вы знаете об этом, Алексей Николаевич? Не знаю, могу им пожелать удачи этим добрым людям. И не толкаться самое главное. А то что же это, зима, скользко там, наверное, на Красной площади. Ну, может быть, да. Как бы, да. Главное не толкаться. Кофе можно расплескать и выплеснуть на костюм или платье. Так, да, тут об этом говорили уже. Вадим, спасибо за вопрос. Ну, по поводу Лаврова, что Скай и Каллас говорить не будем, да, Ну, я получается. говорил, да. Получается, с кем тогда будут, непонятно. Ну, при всей, ну, подождут, пока сменится. Кая Каллас замечательная женщина, но даже в Европейском Союзе к нему относятся, ну, как бы это сказать, деликатно, с восторгом. Как война в Украине может изменить баланс сил в Европе и мире в ближайшие 5-10 лет? И кто в итоге получит наибольшие геополитические выгоды от этой войны? Как изменит, неизвестно. Слишком много произойдет за 5-10 лет. Что касается наибольшей выгоды получит тот, кто четко понимает, чего он хочет и использует все силы и средства для этого достижения. Для достижения реалистичных целей в данных условиях. Ребята спрашивают, где Карасев. Пропал со связи Карасев. Писал ему, ну, вроде как все нормально, ну, как обычно, да. То есть он в Украине под санкциями судится, не отсвечивает. Очень многие, как выяснилось, не отсвечивают. Там Ну, даже... видимо, адвокаты советуют не отсвечивать, пока суд не завершен. Потому что это стратегия просто для того, чтобы выиграть процесс. Пожертвуй малым сегодня, чтобы получить больше. Это класс игры. Можно только пожелать удачи самому Вадиму Карасеву и его адвокату. Да, безусловно. И, как выясняется, многие из тех вот этих одиозных, там, оказывается, в Киеве расследование там провели. Пиховшик в Киеве заставили молчать еще Ну, с 22 года. чего люди не понимают? В этом же содержится скрытый упрек таким людям, как я. Да. Меня же преследуют не за то, что я говорю. Это только вторая причина. Меня преследуют за то, что я посягнул на власть. А тут разговоры совсем другие уже. Абсолютно другие. Если бы было только я был бы каким-то независимым комментатором, который критикует власть, я тоже мог бы сидеть в Киеве и судиться. Но я с претензией на власть вышел. А там уже другие правила, Саша. Да, безусловно. А что скажете про секретное оружие американцев, когда они его дадут Украине? Бурбулятор? Дискомбабулятор. О как. Бурбулятор. Бурбулятор. Ну, может передать это тем людям, которые стоят в очереди в Кремль. Ой, хорошая, конечно, история такая. Так, по QR-коду задал вопрос благодетель. Значит, спасибо вам большое за поддержку. И постоянно задаете вопросы, интересные у вас вопросы. Если исходить из того, что лидер – это квинтэссенция общественного запроса, то Зеленский не провал демократии, а шедевр. Публичная истеричность, хамский стиль общения, демонстративная простота, отказ от стратегии мышления в пользу эмоций, культ образа жертвы, постоянное перекладывание ответственности. Его рейтинг не следствие войны, а индикатор того, что именно такой тип лидерства массово принимается и одобряется. Такой вопрос. Можно ли вообще говорить, что Украина заслуживает лучшего, если снова и снова выбирает не субъектность и расчет, а инфантильность в позу ребенка к апелляции внешнему опекуну и, судя по поддержке, не считает это ошибкой? Ну, смотрите, фишка же в чем? Что Украина в 2019 году выбирала совершенно другое. Он же другое обещал. Он обещал широкий проект. Как бы, да, какая разница в хорошем смысле? То есть реальное выполнение Конституции в деле равенства прав сторон и отсутствие преследования людей по национальному, религиозному, языковому и прочим признакам. Он просто обманул своих избирателей. Так что можно сказать, что страна-то выбирала правильно, ее просто обманули. А вот следующий этап грамотности для украинцев – это чтобы выбирать так и контролировать так, чтобы уже не могли обмануть. Или обманывали поменьше. Этот урок получен, ну посмотрим, как усвоит следующий урок. Нет, есть отдельные недостатки у нас, как у нации, народа и граждан, но так уж совсем говорить, что не делают выводы, нельзя. Опять же, а какие реальные механизмы отзыва тех, кто обманул? Нет уже механизма отзыва президента, который прямо обещал одно и прямо на 180 обманул. Ну, только вот как бы... Алексей, В следующий раз проголосовать как-то пограмотнее. Что касается его реальной поддержки, повторюсь, мы не знаем реально, какая его поддержка. Злые языки говорят 18,6. Личный рейтинг Зеленского. Это ниже предела управляемости. И только военное положение позволяет этому существовать. Я могу назвать предел управляемости.
по опыту. Если когда личный рейтинг президента падает ниже 24, то от него начинают отползать союзники и силовики. У него 18. Если бы не военное положение, то Тут так мне пишут в моем чате: «Шелест, скрывая эмоции». Ребята, ну что вы, может, поэтому вы все и здесь, потому что их скрывать, эти эмоции? Тем более, что я параллельно, да, давайте вот, зададимся вопросом. Цель. чтобы обмануть, скрывают эмоции, Цель сокрытия эмоций какая? Хорошо, Шелест скрывает эмоции. Для чего? чтобы обмануть. То мы получаем. Ну, мы получаем, как бы, что Шелесту все равно на ваши вопросы, ваши комментарии в чате, которые я параллельно, как Гай Юлий Цезарь, Вот как, слушаю пока, Алексея. дорогие люди, вы не начнете мыслить, что не как держи, хватай, или там скрывай или говори, а что мне это даст для достижения моих целей, считайте, что взрослое мышление или политическое мышление вы в себе не выработали. Артем Политик – это тот, который задает прямой вопрос, что мне это даст. Артем Бондаренко. Такой вопрос. Несколько европейских лидеров твердят о утвержденных планах Еврокомиссии о принятии Украины в ЕС в 2027 году. Там фигурирует 800 миллиардов для Украины. О том, что Россия хочет делить электроэнергию с ЗАЭС. Как-то вообще не похоже на капитуляцию. Откуда такое количество радужных новостей? Почему на Давосе европейцы все проглотили от Зеленского? И, может... Они ничего не проглотили, они сделали выводы и заявили о перспективах Украины в ЕС. Смотрите, отсутствующих. Проблема в том, и в выработке какого-то нового формата. Между прочим, это сенсация. Заметьте, мы же все время кричим ЕС, ЕС, и у нас в Конституции это написано. Но мимо прошла, потому что у замерзающих людей перспективы вступления в ЕС – это вторая тема, которых интересует. Так вот, что я хотел сказать, что никогда не было капитуляции. Капитуляцию никогда не предлагалось, начиная с первого Стамбула. И то, что будет, не будет капитуляции, скорее всего. Капитуляция – это страшилка, которую придумали для того, чтобы вами управлять. Верить или не верить, позволять себе управлять через эту смешную страшилку – это вам решать. Но никогда ни одно переговорное предложение, мягкое, жесткое, раннее, позднее, не содержало капитуляции. Напоминаю, капитуляция – это очень конкретный термин. Он предполагает ликвидацию вооруженных сил капитулирующей стороны, то есть распуск их. Пока этого нет, это не капитуляция. А этого никогда и никак ни в каком варианте не предлагалось Украине. Так, переходим. Ну вот давайте еще один. И, в общем, в чат Алексея. Лина Вострилова. Вопрос. В Украине есть русские города. Их нужно продолжать делать украинскими. Я наткнулся, ребята, ну это будет шум, мы пошумим с вами. Я покажу этого деятеля. Может, вы видели, Алексей Николаевич? На Львив, говорить Львив, вот это вот все показывают какой-то там журналист, очень известный в узких кругах, и он рассказывает о том, что надо делать Одессу, вот когда Одесса будет украинским городом, вот надо ее переделать, поломать, и тогда вообще, в принципе, война закончится, и Путин отстанет, и все будет хорошо. Ну, это же булгаковщина, грубо говоря, антибулгаковщина. Сереже же нечего обсуждать на самом деле. Мы просто лишний раз упомянем, что недалекие люди пользуются этим как технологией, а недалекие люди, еще более недалекие люди или замордованные люди в это склонны верят и в это склонны вовлекаться. Ну, земля ж круглая, имеет форму чемодана. Погодите, все встретимся. Чат Алексея. Приветствую, Алексей. Вспоминаю ваш тезис о более удобном захвате крупных городов, когда они пустые. Значит ли это, что РФ спецом бьет по энергетике перед новым походом на Киев, дабы киевляне покинули его? У россиян нет возможности захватить Киев на данном этапе. И нету таких целей. Гипотетически, да, это сильный сценарий, он может рассматриваться, но до его реального воплощения очень далеко. Им гораздо проще. Киев – это, ну, сколько, я не знаю, процентов 30-40, а может и 50 украинской экономики вообще. То есть минус 30%, допустим, 30, минус 30% экономики, не работающий Киев. Второе, Киев – это производство, в том числе военное. Киев – крупнейший транспортный узел. Киев – это сосредоточение органов власти. Да и в конце концов эвакуация Большого Киева, ну, то есть нескольких миллионов человек, и превращение Киева в нежилой район – это крупнейшая социальная катастрофа с перспективами перехода в политическую катастрофу. То есть это принуждение украинских властей к занятию более трезвой и реалистичной переговорной позиции.
Это очень нелюдское, на грани геноцида, но но эффективно. Поэтому оно и реализуется. Так, рубрика «Жди меня». Что с Коломойским, что с Игорем Гофманом из Херсона? Честно говоря, не знаю и мало интересуюсь. Прокомментируйте оговорку Зеленского сегодня. Но это не сегодня, это вчера, наверное, где он там шукати можливости, искать возможности. Вот это, наверное, имеется в виду. Я не слышал. Ну, они по-русски разговаривают. Ну, что тут комментировать, Это ребят? факт, то, что они по-русски разговаривают, Да. это все разговаривают по-русски, поверьте, можете даже не сомневаться. Я вам рассказываю свою историю из молодости, свою историю, когда я тусил с националистами. На одном замечательном совещании это выглядело так. Ну что, москалів серед нас нема? Нема. Ну, давайте по-русски. Ну, все, что нужно знать, понимаете? Ну? Да, так и есть. Зеленский долгое время избегал встреч с белорусскими демсилами Тихановской Светланой. Внезапно что-то поменялось, и встреча произошла. Что же поменялось, и для чего была эта встреча, как вы думаете? Заметьте, я никогда не избегал встречи с Тихановской. Я с ним встречался в Вильнюсе, разговаривали, есть запись беседы и так далее. Потому что мне нечего стесняться и нечего избегать. А он долго стеснялся и избегал, но, видимо, уже дошел до состояния, когда не хочет избегать. Он же недавно прошелся по Лукашенко очень жестко. Про И шпицы? неумно. Да, и неумно и так далее. Ну, вот решил позаигрывать с Тихановской. То есть раздражать реального лидера. Реального лидера. Я сейчас, Украина его не признала, но тот, кто осуществляет эффективный контроль над Беларусью. Это, если вы хотите назвать это грамотным поведением, поверьте, это неграмотно. Это при всем уважении к Тихановской. С Тихановским надо было встретиться. Возможно. Тихановский как-то повеселей будет, он по лукашизму бьет. Так смешно, такой какой-то веселый товарищ. Мы еще многое чего узнаем. После Протасевича мы еще узнаем, что очень так... чуть ли не все были агентами КГБ, понимаете? Это очень такой интересный прецедент. А как вообще, а на что рассчитывает Зеленский, шатая Беларусь? У Лукашенко же есть запонки Трампа. Наверное, что ему будет легче управлять Северным фронтом. Так у нас на эти не хватает людей, части фронта. В этом-то и мудрость. Вставая страна огромная, тогда уже все будем мобилизироваться. Тогда да. Наталья пишет: Саша, спасибо вам большое. С Алексеем сидим под шахедами сутки в Павлограде. Опять же, да, правильно пишут, что Лукашенко стал слишком дружить с республиканцами. Надо отработать в пользу левых глобалистов. Спрашивают, чего нам ждать? Сидим сутками в подвале в Павлограде, вас слушаем. Ну, чего ждать? Друзья мои, я не даю советов, но я бы всерьез рассмотрел вопрос переезда куда-нибудь более тихое место. Павлоград уже на грани опасности. Ой, Виталий, Алексей, будем мы жить как палестиняне когда-нибудь? Ну, я делаю все, чтобы это произошло. Если по уставу ООН никакой войны нет, то и мирный договор Филькина грамота. А войну за одним числом объявлять стыдно и непочетно. Что делать? Мирный договор ратифицируется не ООН, а парламентами соответствующих стран. Это высший орган, который ратифицирует. А вот ратифицирует ли любой мирный договор парламент? Я это все видел в процессе Минского урегулирования нормандского. Главный наш аргумент был, ну окей, мы можем принять любые решения, которые мы вводили за нас россиян, но парламент же не проголосует. И, кстати, он бы не проголосовал, потому что и тогда это было политическим самоубийством. Поэтому был тупик. Этот тупик Россия взялась разрешать военным путем. Единственный, который им показался рабочим в данной ситуации. Евгений пишет: 3 дня назад на Ютубе вышло интервью о том, как украинская власть делала из вас врага и предателя. Еще много фактов о вашей биографии как политика. Очень вовремя. Что скажете на это? Ну, мне присылали эту штуку. Во-первых, это не интервью, а поделка искусственного интеллекта. Как-то там кто-то постарался, заморочился, какие-то картинки. Во-вторых, там фактическая путаница. Ишь, как и всегда, путает даты. Там у него уже упоминались события 26 января, хотя вышло 24 или 23. Я не смотрел, ну, как бы кто-то развлекается. Ну, ура, до здоровья. Развлекайтесь и вы, если вам хочется это смотреть. Сейчас вообще можно все, что хочешь. И голову приделать, это очень много и популярно. И факты подрисовать. И, ну, в общем, все закончилось в том, как Википедия стала черти чем. Так, значит, вот такой вопрос. Можно ли из спорных территорий сделать отдельное государство Русь-Украина, например?
Да можно, как вариант, это остается чисто гипотетически, если рассуждая, вполне может быть такое в пределах центральных областей, 9 каких-то и так далее. Многое можно. Ну, это же все чисто на уровне гипотез таких исторических, интеллектуальных упражнений. Ой. Ну, давайте таким легким закончим. Времена тяжелые, конечно, поэтому вот так. Алексей, а как вам идея провести битву экстрасенсов между Россией и Украиной взамен войны? Как раз и посмотрим, чьи маги лучше. Как в Гарри Поттере вот это вот. Ну, можно так, а можно просто компьютерные симуляции создать и воюйте на здоровье. Зачем же людей убивать и города разрушать? Как бы, да, набирайте команды и воюйте. Тем более украинские команды в киберспорте очень серьезно представлены. Просто договоритесь, что по результатам этой игры мы там получаем. В принципе, по большому счету, уже не особо отличается. Только горит компьютерная техника, а люди живые остаются. А мало живых, даже среди живых. Мало, к сожалению, да. Ну, мы поборемся еще за сознание людей, чтобы не омертвлялось, оживало. Вы знаете, вчера, по-моему, выходит Ким и говорит, так, или позавчера, ну, в общем, на днях. Все будет еще хуже с электроэнергией, будет вот это все. Терпим, держимся. Генераторы подставляем в каждом селе к вышкам связи. В общем, все ожидают какой-то катастрофы, и на этой неделе тоже катастрофа. Но катастрофа уже вот произошла. Сегодня полиция сообщила, что в Николаеве нашли новорожденного в мусорном баке. Ребенка госпитализировали, проверили, состояние вроде нормальное, удовлетворительное, полиция ищет мать. И вы понимаете, в чем вот главный посыл? И вот я хочу, чтобы мы на этом точку поставили сегодняшней встречи. Нам говорят, что будет еще хуже. Мы всегда с вами говорим о том, что у власти нет ответственности за слова, действия. Там. Они избегают этой ответственности, перекладывают ее. Всегда кто-то виноват. Но вот конкретно, понимаете? А поди знай, если бы вот не было вот этого всего ужаса, может, и ребенок был бы с мамой, а не в мусорном баке. Ну, таких эксцессов хватает и в мирное время. А что касается вот этих всех заявлений, то разрешите, я вам поставлю одно поучительное видео. Видео угадали, по звуку не идет. Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже сложны. Вот и все. Очень многим людям, которые говорили в это время, верноподданнически, я сейчас не Кима имею в виду, в принципе, его заявление довольно нейтрально, ну, вообще, как повод использован, им будет потом очень стыдно. И будут прятаться. И говорить, что нет, вы что, я с самого начала знал, что это узурпатор, и делал все, чтобы его режим как можно скорее закончился. За народ страдал. Тихо, подпольно. Ну, как мог, вы же понимаете, какое было время и так далее. Мы были не согласны. Главное, что мы были не согласны, мы не соглашались. Ваша жизненная кредо всегда. Ну, да, это джихад. Есть 4 степени джихада. Автоматом или саблей, деньгами, потом словами. И если уже не получается, ты в враждебном окружении, внутренне не соглашаться. Ну, вот у нас все ведут 4-й джихад. Конечно же, как потом выяснится. Да, друзья, спасибо не за джихад, а за ваше внимание к нашим встречам по понедельникам. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо большое. До встречи. Друзья, берегите себя, добра и света.